Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара, и это видео мастер-класс по вязанию крючком сумочки с узором шишечки. По размеру сумочка получается шириной 28 сантиметров, высота 23 сантиметра, высота с ручками 40 сантиметров. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео, а также смотрите другие видео по вязанию крючком различных изделий для вашего образа. Также подписывайтесь на мой инстаграм nitka.kz, тикток, телеграм-канал, канал на Дзен и Руту. Я желаю вам приятного вязания. И мы начинаем наш мастер-класс. Материалы для вязания сумочки. Пряжа Ярнард Джинс Плюс 2 мотка. Состав пряжи 55% хлопок и 45% полиакрил. В каждом мотке 100 грамм 160 метров и крючок 4 миллиметра. Также застежка, магнитная кнопка. Начинаем вязание крючком. Оставляем длинный кончик нити примерно 50 сантиметров. Вначале делаем одну воздушную петлю. Затем при помощи оставленного кончика нити делаем накид на крючок и через 2 петли провязываем одну. Опять накид на крючок и через 2 петли одну. Итак, продолжаем. Вяжем крючком цепочку из 30 петель. Мы закончили, связали крючком цепочку 30 петель плюс первая петля. Итак, мы набрали 30 петель с помощью второй нити плюс первая петля, итого 31 воздушная петля. Вытягиваем длинную петлю, делаем накид, вводим крючок между двумя последними петлями в нижнюю петлю. Вытягиваем одну петельку, снова накид, вытягиваем еще одну петельку и в третий раз делаем накид и вытягиваем петельку. Теперь через все петли на крючке провязываем одну петлю и затем делаем воздушную петлю. Делаем опять накид на крючок, опять вводим крючок в эту же петлю, вытягиваем длинную петлю, второй накид, петля, третий накид, петля. Через все петли провязываем одну петлю, крючком одну петлю, делаем одну воздушную петельку и повторяем все. Вяжем 3 раза длинные петли с накидами. Здесь отличие в том, что мы не делаем в конце воздушную петлю. Итак, мы сделали 3 пышных столбика. Далее продолжаем, вяжем раппорты узоров. Пропускаем внизу 2 петли, вводим крючок в третью петлю. При этом кончик нити придерживаем и спрячем его внутри петель. И вяжем крючком 3 пышных столбика в одно основание. Теперь через все петли на крючке провязываем крючком одну петлю и одну воздушную петлю. Повторяем 3 пышных столбика в эту же петлю внизу. Через все петли на крючке провязываем одну петлю.
Здесь, обратите внимание, у нас получается узор сердечко из пышных столбиков. Далее вяжем второй раппорт узора, пропускаем 2 петли и в третью петлю опять повторяем. Вяжем 3 пышных столбика с общей вершиной. Воздушная петля. И опять вяжем 3 пышных столбика с общей вершиной. В конце не делаем воздушную петлю. Итак, у нас готов второй раппорт узора. Вяжем третий раппорт узора точно так же. Давайте посмотрим. Вот такие у нас получаются узорчики в виде сердечек из пышных столбиков. Отрезаем лишний кончик нити. И далее продолжаем вязание крючком. Всего нам нужно сделать таких 9 сердечек. Мы связали 9 сердечек. Пропускаем внизу 2 петли и в последнюю петлю вяжем крючком 3 пышных столбика с общей вершиной. Затем делаем одну воздушную петлю. Повторяем. Опять в эту же петлю внизу вяжем крючком 3 пышных столбика с общей вершиной. Итак, мы продолжаем, вяжем крючком еще 3 раза. Мы связали еще 3 раза, итого у нас получается 5 пышных столбиков. В конце мы не делаем воздушную петлю и переходим на вязание крючком узора сердечки. Пропускаем 2 петли и в основание сердечка с другой стороны мы вяжем крючком точно такое же сердечко из пышных столбиков. Делаем воздушную петлю и опять в это же отверстие внизу вяжем 3 пышных столбика с общей вершиной. Далее продолжаем. Опять пропускаем внизу 2 петли и в основание сердечка с другой стороны вяжем крючком 3 пышных столбика с общей вершиной. Затем воздушная петля и еще один пышный столбик в это же основание. Так, продолжаем. Всего 9 сердечек. Мы закончили, связали 9 раппортов узора, пышные столбики, сердечки. Внизу 2 петли пропускаем и в начало, в первую петельку, вяжем еще 2 узора из пышных столбиков и между ними воздушная петля. Закрываем этот ряд, вводим крючок в вершину первого узора пышные столбики, делаем соединительную петельку. Итак, давайте посчитаем по кругу. Здесь у нас получается 9 раппортов узора сердечки из пышных столбиков. И здесь то же самое. Здесь у нас просто 5 пышных столбиков. И здесь тоже 5 пышных столбиков. Далее продолжаем. Вяжем следующий ряд. Вводим крючок в первую арку между пышными столбиками. Делаем соединительную петлю. Вытягиваем длинную петельку. И далее вяжем узор пышные столбики в эту арку. Воздушная петля. Еще раз вяжем 3 пышных столбика в это же основание.
И так у нас получается первый узор сердечка из пышных столбиков. Далее продолжаем. Вводим крючок в следующую арку и опять вяжем узор сердечка из пышных столбиков. Теперь мы уже переходим на другую сторону, где у нас уже есть узор сердечко. Теперь мы вводим крючок в середину этого узора и вяжем точно такой же узор поверх него. И продолжаем. Опять вводим крючок в середину узора из предыдущего ряда и вяжем узор пышные столбики. Итак, мы с вами продолжаем. Вяжем над 9 сердечками новые сердечки. Закончили. Теперь переходим на ту сторону, где у нас было 5 пышных столбиков, и между ними в арке мы вяжем узор сердечки из пышных столбиков. Итак, продолжаем. Свяжем еще 2 сердечка из пышных столбиков. Закончили. Итого получается у нас 4 раппорта узора на повороте. Переходим на другую сторону. Здесь у нас было 9 раппортов узора. И над ними мы также вяжем 9 раппортов узора. Закончили. Связали крючком 9 раппортов узора. И теперь нам осталось довязать в конце ряда еще 2 раппорта узора. Мы закончили. Итак, обратите внимание, 1, 2 раппорта и еще 2 в начале ряда. И здесь тоже 1, 2, 3, 4. Итого по 4 раппорта узора сердечки из пышных столбиков с двух сторон. Закрываем этот ряд, вводим крючок в вершину первого раппорта узора и делаем соединительный стежок. Итак, по окружности у нас должно получиться 26 сердечек. Также давайте измерим. Длина донышка сумки 23 сантиметра. Далее мы продолжаем уже вязать крючком без прибавок. Обратите внимание, нам нужно переместиться в середину раппорта узора, в первую арку, делаем соединительный стежок и затем вяжем пышные столбики. И провязываем первый раппорт узора над раппортом узора из предыдущего ряда. Далее продолжаем. В середину следующего раппорта в арку уводим крючок и вяжем крючком новое сердечко поверх сердечка из предыдущего ряда. И так далее мы продолжаем вязать крючком по окружности 26 раппортов узора. Мы заканчиваем третий ряд, мы связали крючком 26 раппортов узора.
Закрываем третий ряд. Итак, мы с вами продолжаем вязать крючком в высоту всего 15 рядов. Здесь у меня закончилась ниточка из первого мотка, и я беру нитку из второго мотка. Ниточки я просто привязываю друг к другу и затем в процессе вязания крючком прячу их внутри петель. Далее мы с вами продолжаем вязать крючком на необходимую нам высоту. И мы закончили, связали крючком всего 15 рядов от начала вязания сумочки. Давайте посчитаем вместе. Должно получиться всего 15 рядов. Кончик нити мы отрезаем и аккуратно закрываем последнюю петельку и прячем кончик нити внутри петель. Далее нам нужно расставить маркеры на те места, где мы будем вязать крючком ручку для сумки. По бокам мы отмечаем по 8 раппортов узора. 4 с одной стороны и 4 с другой стороны. То же самое с противоположной стороны. 8 раппортов узора, 4 с одной стороны и 4 с другой стороны. Посередине между ручками у нас должно остаться 5 раппортов узора с одной стороны, 5 раппортов с другой стороны. Мы берем новую рабочую нить. Здесь на видео я не показала этого. Далее в следующих рядах я это делаю. Вначале делаем цепочку 3 воздушные петли и затем в это же отверстие мы вяжем крючком пышный столбик. Далее продолжаем. Вяжем крючком полный раппорт узора сердечком в следующий раппорт.
И так продолжаем до отмеченной петли. Всего мы связали крючком один половинчатый раппорт, 6 целых и в конце тоже половинчатый. Также здесь в конце нужно сделать один столбик без накида в это же отверстие и затем закрываем последнюю петельку. Чтобы не отрезать нитку, мы просто проносим клубок через петлю и затягиваем, закрываем петельку. Далее вяжем второй ряд ручки, вводим крючок в вершину первого пышного столбика и делаем протяжку. Просто переносим нитку на начало ряда. Делаем 3 воздушные петли. Затем в середину следующего раппорта мы вяжем крючком пучок из пышных столбиков с общей вершиной. Это наш половинчатый раппорт. Далее мы вяжем 4 полных раппорта. В конце ряда в последний раппорт мы вяжем один раз пышные столбики и в самый уголочек, в последнюю петлю, столбик без накида. И точно так же, как мы делали в предыдущем ряду, закрываем последнюю петельку. Следующий ряд мы с вами вяжем крючком самостоятельно по такому же принципу. Здесь нам нужно перенести нитку на начало ряда. Начинаем вязание крючком с цепочки воздушных петель и затем вяжем крючком половину раппорта, 2 целых, половину раппорта и в конце столбик с накидом. Далее все ряды вяжем крючком одинаково. Вначале делаем цепочку 3 воздушные петли, затем половину раппорта узора в это же отверстие. Далее вяжем крючком 2 полных раппорта. И в конце в арку между пышным столбиком и столбиком без накида мы вяжем крючком половинку раппорта и один столбик с накидом. И в конце каждого ряда закрываем последнюю петельку одинаково. Давайте свяжем крючком вместе еще один ряд и посмотрим, как далее мы будем вязать ручку. Как я уже говорила, все ряды у нас дальше будут одинаковые.
Так мы продолжаем. В высоту всего нам нужно связать крючком таких 16 рядов. Давайте сейчас вместе посчитаем. Должно получиться всего 16 рядов. В конце кончик нити отрезаем и прячем его внутри петель последнего ряда. С противоположной стороны вяжем крючком точно так же вторую половинку ручки. Мы закончили, связали крючком вторую половинку ручки. В конце ниточку не отрезаем, наверху соединяем две половинки ручки и провязываем крючком вначале одну воздушную петлю и затем через обе половинки по краю 10 столбиков без накида. В конце кончик нити отрезаем и прячем. Далее нам нужно сделать обвязку ручки по краю. Для этого берем новую рабочую нить, вводим крючок в уголок у основания ручки, делаем воздушную петлю и затем в арочке из цепочки воздушных петель мы вяжем крючком 3 столбика без накида в первом ряду, затем также 3 столбика без накида во втором ряду и 3 столбика без накида в третьем ряду. Готово. 3 раза по 3 столбика без накида. Далее мы переходим уже на одинаковые ряды ручки сумки, и здесь в каждом ряду в арочку мы вяжем крючком по 2 столбика без накида. Итак, мы продолжаем вязать крючком до конца ручки по 2 столбика без накида в каждую арку. Мы закончили. Наверху, здесь, где у нас идет шовчик, мы просто переходим в следующую арку и вяжем крючком 2 столбика без накида. Теперь оставшиеся 3 ряда мы вяжем крючком по 3 столбика без накида в каждом ряду. И далее внизу мы вяжем крючком по одному столбику без накида каждую петлю.
конце кончик нити отрезаем и закрываем последнюю петельку. Вводим крючок под первую петлю, заводим кончик нити туда и затем возвращаем в середину последней петли. И далее кончик нити нужно спрятать внутри петель последнего ряда. То же самое мы делаем с противоположной стороны сумки. Мы закончили, сделали обвязку с противоположной стороны ручки сумки. И вот такая красивая ручка сумки, аккуратная, у нас получается. Далее мы пришиваем магнитную кнопку. Для пришивания магнитной кнопки я использую прозрачную мононить, которая продается во всех швейных магазинах. Вот такая тонкая прозрачная нитка. Пришиваю магнитную кнопочку вручную по 3-4 стежка на каждое отверстие. И точно так же пришиваем вторую половинку магнитной кнопки. Мы закончили, пришили магнитную кнопочку внутрь сумки. И на этом наш мастер-класс заканчивается. Наша сумка полностью готова. Давайте измерим нашу сумку. Ширина 28 сантиметров. Высота 20 сантиметров. И высота вместе с ручкой 40 сантиметров. Я желаю вам приятного вязания крючком. Надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать другие новые интересные видео. Делитесь вашими фото и видео в инстаграме, отмечайте мой аккаунт nitka.kz.